И всем привет, друзья! В этом видео мы с вами поговорим о смене цивилизации. Теперь с новым обновлением смена цивилизации работает и выглядит совершенно другим образом. И в связи с этим я наконец-таки решил поменять себе цивилизацию и перейти с Германии на какую-нибудь другую и миксануть это все дело. Об этом мы поговорим чуть позже, что это за микс такой. И на фоне этого я решил создать себе третий марш, который, возможно, смогу вывести на это КВК. Об этом, обо всем в этом видео. Давайте же начнем все по порядку. Начнем первое со смены цивилизации и с новым обновлением. Теперь нам доступны больше возможностей в этом плане. Теперь, если вам нравится какой-то спецюнит одной цивилизации, допустим, если я хочу перейти сейчас на пехоту, и мне больше по душе, например, особый тип юнита, а именно элитный агриаспид от Греции, потому что у него больше атаки и больше защиты, нежели чем, допустим, у той же Франции. Но мне хочется оставить, значит, бонусы Франции, что нам дает теперь новое обновление. Нам новое обновление дает возможность миксануть все это дело. То есть, допустим, вот я перехожу на Грецию, и Греция нам дает следующие бонусы. Это повышает здоровье пехоты, урон созданных армий и скорость сбора камня. Но мне хочется, допустим, бонус Франции на скорость лечения. Я делаю следующим образом. Перехожу на Грецию, чтобы забрать ее спецюнита, потому что ее спецюнит намного сильнее, чем спецюнит Франции. И здесь мы видим, какой она дает бонус. Но теперь нажимаем на него, на эту стрелочку, и видим, что здесь нам показываются все бонусы, которые доступны со всех цивилизаций, и мы просто берем и выбираем рыцарство, повышает здоровье отрядов на 3%, скорость сбора дерева на 10%, и самое главное, скорость лечения в госпитале на 20%. Мы просто нажимаем на него и нажимаем подтвердить. Представляете, ребят, насколько же это круто. И благодаря этому обновлению мы просто можем создать самый лучший микс из двух цивилизаций, забрав спецюнита от одной и бонусы от другой. Допустим, давайте пройдемся по всем типам юнитов. То есть сначала начнем с пехоты. Допустим, я хочу перейти на пехотную цивилизацию и играть пехотой. Мы выбираем, скорее всего, это Греция, потому что ее спецюнит намного сильнее, чем спецюнит других пехотных цивилизаций. Атака, защита на высоком уровне. Но это как бы, возможно, я ошибаюсь, но просто допустим. Берем Грецию и берем, допустим, ту же самую Францию, потому что я думаю, что скорость лечения для фри-то-плей игроков это самый важный бонус. И Франция в этом плане самая лучшая цивилизация на данный момент по бонусам. Берем спецюнита от Греции и бонусы Франции, и получается просто у нас супер-мега микс. Но это для фри-то-плей игроков, но для тех, у кого нет проблем с, допустим, с ресурсами, с ускорением, в общем, для донатеров и лоу-спендеров, конечно, хочется больше именно боевых стат. И для этого вы можете выбрать, допустим, ту же самую Слава Империи, это Рим. Повышает защиту пехоты, больше становится защиты, скорость отрядов на марш 5%, то есть вы будете быстрее бегать на поле боя. Ну и скорость сбора еды, это, ладно, это экономический бонус. Ну или также вы можете выбрать бонус от... сейчас, если я смогу найти... Где же... В общем, бонус от османов, которые дают нам также скорость отрядов на марше 5%. И самое главное, урон от навыков командиров на 5%. Это очень здорово. У лучников я даже не знаю, кто здесь самый лучший спецюнит у цивилизации, направлен на стрелков. Возможно, это у Египта или же у Кореи. Но мне кажется, что Османская империя все же остается, была и будет самой лучшей цивилизацией для лучников, так как ее спецюнит имеет больше всего атаки и здоровья. Это два самых лучших бонуса и стата, которые нужны как раз таки на поле боя. Но и бонусы Османская империя дает самые лучшие именно для стрелков. Повышает здоровье лучников на 5%, скорость отрядов на марше 5%.
и урона от навыков командиров на 5%. То есть сейчас даже лучники, как мы знаем, все командиры лучников играются на навыки, на прямом уроне, поэтому Османская империя сейчас самая лучшая цивилизация для лучников, которая не требует вообще никаких изменений. Хотя, возможно, вы хотите оставить спецюнита от Османской империи, но поменять, допустим, бонус на бонус Франции, чтобы меньше тратить ускорений на лечение войск. И в случае с кавалерией, то есть в моем случае я играю за кавалерию, и что я могу здесь миксануть и составить? Для начала мы с вами выберем спецюнита, и для этого у нас предоставлены несколько фракций, направленные именно на кавалерию. Это Испания, Аравия, Византия и Германия. Но Германию мы сразу не учитываем, потому что я уже играю на ней, и как бы хочется мне уже поменять спецюнита. Не просто потому, что он мне перестал нравиться внешне, а потому что я выяснил, что есть спецюнит намного сильнее, чем спецюнит Германии. Значит, для начала давайте рассмотрим все цивилизации и их спецюнитов по порядку. Начнем с Испании. Спецюнит Испании дает нам следующие статы. Это увеличивается атака, но при этом уменьшается сразу два стата. Это защита и здоровье. Здоровье это вообще один из самых, наверное, если не самый важный стат. Но в этом случае элитный конкистадор уменьшает нам данный стат. И это вообще не есть хорошо, потому что именно здоровье мы стараемся улучшить и прокачать как можно выше. Но в этом случае здоровье, да еще и защита падает, поэтому даже с учетом того, что атака увеличивается, такой расклад нам не подходит, поэтому Испания проходит мимо, и дальше у нас идет Византия. Спецюнит Византии дает нам следующие статы. Это повышается атака, защита, но опять же видим уменьшается здоровье снова. И это вообще не есть хорошо, как я уже сказал выше, здоровье это, наверное, если не самый, то один из самых важных стат в игре. И в этом плане он опять уходит в минус, при том, что атака даже если увеличивается, но увеличивается всего лишь на 1 единицу, это вообще как бы не почувствуется никакой разницы. Защита увеличивается, можно сказать, что здесь только защита и увеличивается, и уменьшается здоровье, поэтому катафракт нам также не подходит, и остается последняя цивилизация, это Аравия. И вот тут-то мы с вами, можно сказать, нашли золотую середину. Почему? Потому что спецюнит Аравии дает нам следующие статы. Это повышается атака, понижается защита, и мы видим, что здоровье остается без изменений. То есть здоровье точно такое же, как и у спецюнита Германии. Это просто чудесно, то есть оно не уходит в минус. В этом плане повышается атака на 7 единиц. Это очень хорошо, это уже существенно, не то что в случае с Византией. Но уменьшается защита. Но это ладно, защита уменьшилась на 5 единиц. Защита это, я думаю, не самый важный стат в игре в сравнении с атакой и здоровьем. И у Аравии как раз таки повышается два этих стата. Атака для кавалерии это самый важный стат, как и здоровье. И в случае с спецюнитом Аравии как раз таки увеличивается атака на 7 единиц, защита уменьшается и здоровье остается на том же уровне, как и у спецюнита Германии. Это просто шикарно, ребят. И могу сказать, что Аравия, спецюнит Аравии является самым лучшим спецюнитом для кавалерии. На втором месте будет как раз таки стоять наша Германия. И давайте же перейдем к самому интересному, а именно выбору бонусов. Выбор бонусов будет зависеть от того, как вы играете. Либо вы free-to-play игрок, low spender, mid spender или же донатер, ваши бонусы будут отличаться. И также, если вы хотите играть одним типом войск, то есть, допустим, только пехотой, то вам тут будут доступны только вот как раз таки пехотные цивилизации и пехотные бонусы. Это Рим, Греция, Франция и Викинги. Если же лучниками, то тут Османская империя, Корея, Япония, Египет и так далее. Но в моем случае я играю как free-to-play игрок, и я хочу играть миксом в дальнейшем, поэтому сейчас мне нужно выбрать именно ту цивилизацию, те бонусы, которые будут охватывать все мои марши и весь мой аккаунт. И в этом случае из всех представленных
цивилизаций и их бонусов ярче всего светит именно Франция. На мой взгляд, Франция дает самые лучшие бонусы для фри-то-плей игроков. Это повышает здоровье отрядов на 3% всех ваших отрядов, то есть не исключая никого. Скорость сбора дерева на 10%, это ладно, это экономический бонус. И скорость лечения в госпитале на 20%. 20, Карл, вы скажете, 20% это так мало. Ребята, вы здесь убиваетесь, качаете, тратите деньги, чтобы повысить ваши статы на ваших отрядах, в вашем снаряжении на какие-то там 1% или же на... Да, 1%, либо же на 3%, на 2%. Здесь, ребята, 20% бонуса к скорости лечения. 20%. Это же очень и очень много. И это очень и очень круто. И представляете вы себе этот микс. Вы берете спецюниты Аравии, самый сильный спецюнит для кавалерии. И берете бонусы Франции. Это же самый лучший и самый сильный микс для фри-то-плей игроков, которые играют на кавалерии. Здесь абсолютно все круто. Вы оставляете себе спецюнита, самого сильного берете спецюнита, это Аравию, либо же Германию, и забираете просто бонус, самый лучший бонус, из-за которого вы, в принципе, и переходите все на Францию, но при этом теряете спецюнита. Это бонус Франции на скорость лечения в госпитале на 20%. Ну и чтобы не быть голословным, давайте же проверим, работает ли это вообще на самом деле. Для этого давайте перейдем на какой-нибудь из моих ферм. Ну, допустим, на вот эту, просто ферма 2. Посмотрим, есть ли у нее смена цивилизации, потому что я не уверен, потому что не на всех моих фермах есть смена цивилизации, это точно я знаю, но на какой-то точно должно быть, я это точно помню. Давайте же проверим, сработает ли данный микс. Если да, то это, я не знаю, это просто шикарно. Это самое лучшее, наверное, обновление, которое выходило вот за последнее время. И да, есть смена цивилизации. Давайте же посмотрим, сработает ли это на самом деле. Выбираем себе, значит, Аравию. Давайте для начала сначала сделаем, это просто прекрасно. Я вот сейчас прям сказал. Для начала посмотрим, изменится ли, значит, запоминаем. У нас Конкистадор, он имеет атака 197 плюс 53. В общем, это мы запоминаем. Должна поменяться у нас цивилизация, спецюнит. И самое главное для нас это скорость лечения 40%. 40% мы их запоминаем. И если они повысятся, то есть на 20%, это будет 60%. Посмотрим, сработает ли это на самом деле. Выбираем, значит, Аравию и рыцарство. Рыцарство повышается, да, все правильно, в госпитале. И нажимаем подтвердить. Да. Все отлично, у нас все сработало. Появился экран загрузки. Фух, давайте посмотрим, сработает ли или же нет. Мы видим, что поменялось у нас скин города, да, на Аравию. Видим, что поменялся спецюнит. Теперь у нас, как вы помните, было 53, то есть вот атака 227, защита 212, мы это с вами прекрасно помним, и здоровье 222. Это просто шикарно. У нас спецюнит остался таким, ну, поменялся на Аравию. И теперь самое интересное, поменялся ли у нас бонус, стал ли он 60%. Смотрим. Да, у нас скорость лечения повысилась на 20%, теперь она составляет 60%. То есть у нас все сработало, у нас теперь есть спецюнит Аравии, который дает нам больше атаки и здоровья. И при этом мы с вами забрали бонус Франции, скорость лечения на 20%, ребята. Это же очень круто. Теперь мы можем с вами просто делать нереальные миксы. Но там, конечно, не прям супер много будет выбора, но реально можно будет над этим делом намудрить и сделать себе прям хороший микс из цивилизаций.
но это просто бомба. Менять сейчас цивилизацию я не планирую. Почему? Потому что Германия на данный момент дает мне скорость обучения войск на 5%. Я хочу его сохранить на пред-КВК, потому что у нас сейчас идет фаза подбора. Для тех, кто не в курсе, мы уже зарегистрировались на Троянскую песнь. Это новый формат КВК, новые возможности, новые интересные механики. Все это нас ждет в скором времени. Сейчас у нас идет фаза подбора 2 дня, и уже 21 числа у нас начнется, скорее всего, пред-КВК, поэтому мне нужно дождаться пред-КВК, обучить и переобучить свои войска, и уже потом я перейду на свою Аравию и возьму бонус от Франции, и это будет просто пушка-бомба. И теперь давайте перейдем к теме создания мной третьего марша. На фоне того, что я теперь смогу поменять цивилизацию на Аравию, сохранив спецюнита, поменяв его на более сильного, и при этом оставить себе бонус от Франции, потому что до этого я думал, что просто перейду на Францию, потеряю спецюниты, но это как бы да ладно. Для меня самое главное было получить скорость лечения в госпитале на 20%. Но в связи с тем, что я сохраняю и спецюнита, и при этом получаю бонус от Франции, то здесь сразу я решил сделать действительно себе третий марш. И что это за третий марш, как я смогу его прокачать, насколько хорошо, и что это за тип юнита, сейчас я вам все расскажу. И выбор был действительно труден между одним типом войск и другим, но сразу можете отметать кавалерию. Кавалерию еще одну я делать не хочу вообще никоим образом, даже с учетом того, что у меня есть какой-никакой Саладин, но Саладин, он уже вообще не играется, никак не конкурирует в поле в сезоне завоеваний, с кем бы он ни стоял, хотя, возможно, с Артуром, но Артур уже занят. И выводить его с Этель это вообще самоубийство, поэтому не хочу. Я хочу действовать по своему плану, то есть это играть миксом. 2 кавы, 2 пеха и 1 лук. И поэтому здесь, конечно, выбор был действительно труден, потому что и у того типа войск, и у того типа войск был свой фаворит. У лучников это цинь, у пехоты это бойцы. Но в сторону одного типа войск сыграл достаточно весомый, но такой хороший фактор это, ну, о нем чуть позже. В общем-то, я выбрал сделать себе пехоту бойцы. И почему пехота и бойцы? Вообще, конечно, у лучников есть очень мощный и самый, наверное, лучший командир на данный момент в игре. Это Цинь Шихуанди, который при прокачке 5-5-5-1 делает просто страшные вещи даже в эпическом снаряжении. Но в сторону пехоты сыграла, если, возможно, для многих не самый лучший фактор, но для меня достаточно весомый. Это то, что у меня в академии просто-напросто качалась булатная сталь. Она у меня докачалась, и я дальше пошел в щит Скутума. Да, я мог поставить бронебойный наконечник, и, возможно, если бы я его поставил, то тогда бы мой выбор пал бы именно на лучников. Но здесь сыграл еще один, для многих также может незначительным фактором быть, но для меня это сыграло тоже определенную роль, а именно то, что у меня уже есть какой-никакой, но все же снаряжение для пехоты, а именно практически весь сет ветра. И можно здесь сказать, что камон, его же можно просто разобрать и собрать снаряжение для стрелков, но это, конечно, да, поэтому я и сказал, что данный фактор, он был не особо весомый, но как бы он, ну, можно сказать, был последней каплей, который натолкнул меня как раз-таки в выбор в сторону пехоты. Самый главный же фактор это был, конечно, булатная сталь, поэтому пехота, да, пехота, бойцы. Бойцы это тоже хороший командир, он тоже делает прекрасные вещи на поле боя, поэтому, да, конечно, не лучше, чем Цинь, но все же на достаточно хорошем уровне играет данный командир даже при прокачке 5-5-5-1. И вообще, что я сейчас смогу сделать для бойцы, кого я буду ставить ему в пару и как, насколько хорошо я смогу его прокачать. И насколько я смогу прокачать бойцы. У меня в планах и по возможностям я смогу сделать его как минимум 5-5-1-1. Хорошо бы было бы сделать его 3 пятерки 1, но к первым боям
я боюсь, я не успею это сделать, но 5-5-1-1 точно смогу, потому что у меня сейчас 149 золотых голов, и, значит, к первым боям точно накопится около, ну, наверное, 160, плюс ко всему этому будет рулетка на пехоту. Сейчас вот мы перешли на сайт Культа Минамото, просто прекрасный сайт, который предоставляет нам очень интересную и важную информацию по ивентам и по всему остальному. В общем, здесь мы видим, у нас сегодня 16 число, и вот 18 числа колесо фортуны на пехоту. И там я смогу наконец-таки потратить свои билеты. Билеты у меня сейчас находятся в сумке, 45 штук. Я их очень и очень долго копил, вообще не тратил. Надеялся, что потрачу их на нового командира кавалерии. Но, как вы помните и как вы знаете, Ахиллеса нам дали бесплатно, поэтому рулетку на него мы не откручивали и в ближайшее время, я так понимаю, вообще не открутим. Ну, то есть ближе всего к нам как раз таки колесо фортуны на пехоту, и дальше очень долго ждать, дальше только стрелки и дальше, еще дальше. В общем, вот, колесо фортуны на кавалерии вообще 30 числа, а 29 у нас уже открываются проходы. Поэтому, чем ждать, я лучше уже прокачаю и прокручу бойцы и сделаю его 5-5-1-1. Да, в такой прокачке 5-5-1-1 бойцы будут делать не самые лучшие вещи, но в принципе я думаю, что 5-5-5-1-1 это в принципе будет уже достаточно, чтобы он делал хоть что-то. Да, конечно, естественно, было бы хорошо сделать его 5-5-5-1, но по моим возможностям я смогу сделать только 5-5-1-1, ну и дальше, конечно, естественно, будет идти и третий навык в пятерку, и дальше я буду копить золотые головы, чтобы добрать бойцы нового командира пехоты, который выйдет, как я помню, ну, в скором времени. По строю все ужасно. Абсолютно ничего нету, но это дело мы с вами будем исправлять и исправлять в этом видео. Значит, по снаряжению все так же не прям круто, но к первым боям я возможно смогу сковать полностью эпическое и критованное снаряжение. То есть у меня нет никаких проблем с фрагментами, только хватило бы, значит, материалы. Нужны только материалы. Значит, по снаряжению ботинки есть, пузо есть, точнее нагрудник, шлем есть, рукавица есть, даже есть вечная ночь, но я ковать ее не собираюсь, и есть смиренность Каруака. Это все дело у меня есть, проблема и задача будет только в материалах. И получается, со снаряжением мы с вами разобрались, со строем тоже. Строем мы, кстати, будем улучшать в этом видео. С прокачкой также мы все выяснили. Сначала 5-5-1-1, потом дальше уже докачиваю до 3 пятерок, и дальше уже коплю золотые головы на нового командира пехоты, который выйдет, ну, достаточно скоро. И самый главный вопрос, кого же я поставлю к бойцы. И у меня здесь есть выбор из 3 командиров. Это либо Эдельфлет, либо же Ричард, либо же Люче. Люче у меня не прокачан 1-1-1-1, но хотя бы в активном навыке даже при единице у него уже есть хоть какой-то множитель ударного урона 1250. Это... Ну, в общем-то, это больше, чем все, что у меня есть на данный момент. И поэтому этот плюсик я ставлю в сторону Люче. Но в остальном, конечно же, все бонусы на очень и очень низком уровне. А дальше идет Ричард. В сторону Ричарда идет как раз-таки его, ну, скажем так, универсальность. То есть у него нет какого-то урона от навыков, что не подошло бы Люче. Но есть зато множитель исцеления, снижение урона, то есть у него хоть что-то прокачано, то есть первый навык активный в пятерку, дальше 1-1-1. Множитель исцеления 1200, снижение урона 30% и снижение скорости на марше 15%, это хорошо.
Дальше идет снижение урона, опять же, бонус к урону от контр-атак, и дальше идет бонус к защите, к атаке, и бонус к лечению и снижению урона от дозорных башен. В принципе, это не особо важно. Вот самое хорошее, что есть в Ричарде, это то, что он даст побольше, ну чуть побольше пожить отряду бойцы. То есть бойцы в этом плане в случае с Ричардом будет единственный, кто будет наносить урон, но зато он будет жить. А в случае, если он будет с Люче, то он будет наносить урон, и также Люче будет наносить хоть что-то, но в этом плане тогда этот отряд будет супер-мега картонный. А в случае с Эдельфлет, в сторону Эдельфлет играет как раз таки ее прокачка и ее тот дебаф, который она несет в себе в активном навыке. Это множитель прямого урона 800, это ладно, это ничего, это вообще ничего. Снижение атаки, защиты и здоровья на 30%, это уже хорошо. Снижение урона контратаками, уменьшение скорости кавалерии на марше, уменьшение скорости других войск на марше. То есть, в принципе, это очень и очень круто. Да и в принципе Эдельфлет сама по себе это командир универсальный, и как затычка она в принципе может подойдет бойцы. Но в общем-то нужно будет это все дело протестировать и посмотреть, кто из этих командиров будет лучше всего подходить под бойцы. Но мне кажется все-таки, что Эдельфлет будет на первом месте в выборе, Ричард на втором и на последнем уже Люче. И самый главный вопрос, это является ли это вообще хорошим решением сделать, просто потратить свои золотые головы в бойцы, сделать его 5-5-1-1, поставить Седельфлет, сделать ему эпическое снаряжение с каким-то там строем, который у нас сейчас получится, и выводить его в поле. Все будет зависеть от того, какие размены будут делать мои основные марши. И от своих основных маршей, а именно от Артура с Ахиллесом, я жду как минимум отчеты 1 к 2, 1 к 3, как минимум. От своего второго марша Хос с Жанкой я жду отчеты как минимум 1 к 1, 1 к 2. И если подобные отчеты будут происходить и будут делаться, то это сразу green флаг к тому, чтобы сделать, прокачать бойцы и вывести его в поле. Но если же отчеты будут хуже, например, у Артура с Ахиллесом будут отчеты всего лишь 1 к 1 и 1 к 2 на постоянной основе, а у Хоцубина и того меньше, то, конечно же, я лучше подожду с прокачкой третьего марша. Лучше сделаю Ахиллеса экспертным, потому что Ахиллес также нуждается в полной прокачке, ему нужна экспертиза не так сильно, но она сделает его лучше. Лучше сделаю Ахиллеса экспертным, потом уже Хоцубина и потом уже доберусь уже до третьего марша, а именно к бойцы и новому командиру пехоты. И значит все будет зависеть от отчетов. Отчеты хороши, значит войско я буду лечить меньше, а значит и смогу выводить свой третий марш. Если же отчеты будут не так хороши, то значит соответственно войско я буду лечить больше, а соответственно третий марш я вывести по ускорениям и по ресурсам я никак не смогу. Поэтому все будет зависеть от отчетов. Посмотрим, когда откроются первые проходы. Проведу сначала бой сначала своими двумя маршами, это основными маршами. Посмотрю, какие они сделают отчеты. Если отчеты будут хороши, то я просто резко вкидываю все свои золотые головы в бойцы, делаю ему эпическое снаряжение и вывожу его в поле. И давайте же приступим к тому, чтобы уже готовить, как говорится, почву к тому, чтобы выводить свой третий марш. Мне кажется, все-таки Хо с Жанкой и Артур с Ахиллесом, даже при том, что Ахиллес будет прокачки 3 пятерки 1, они уже будут делать хорошие отчеты, я прям это чувствую, мне так кажется. И я уже смогу сделать бойцы и выводить его в поле. И мне также кажется, что при прокачке 5-5-1-1 бойцы вместе с Эдельфлет, либо же с Ричардом, либо же с Люче будут делать отчеты как минимум хотя бы 1 к 1. Это уже будет просто прекрасно.
И давайте же начнем уже, как говорится, готовить почву, а именно разберемся со строем, потому что, как я уже показывал, строй у бойцы, ну, в общем-то, не самый лучший, и это все дело нужно улучшать и доделать. Давайте же тогда приступим к тому, чтобы открыть все эпические сундуки со строем на выбор. Вот как раз таки на своем последнем стриме, когда я качал Ахиллеса и открывал все золотые сундуки, и сказал, что вот эпические мы трогать не будем, потому что у меня на них есть свои планы, и вот как раз таки я их оставлял, чтобы открыть в этом видео и прокачать себе третий марш. В общем, выбираем, значит, строй клещи и начинаем открывать 93 сундука. Ну, поехали. Напоминаю, что с эпических сундуков также могут выпасть и золотые. Отлично, все. И давайте же сразу купим, значит, вау, бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам, купим и попробуем это все дело улучшить прямо сейчас. Значит, переходим в строй и смотрим. У меня сейчас одета след атака и защита. У нас здесь есть в бешенстве и в бешенстве вот такой вот. Ну, в принципе... Окей, давайте посмотрим вот этот заменим. Здесь у нас буря, охрана. Так, это неинтересно, это неинтересно, это неинтересно. Здесь коварный, окей, 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 окей. Вот это интересно и вот это интересно. Ну, здесь с вероятностью что-то там еще и так далее. Это нам не интересно, поэтому буря здесь с вероятностью это все нам не интересно. Поэтому ставим вот это. Отлично. Эпическая здесь что? Меньше урона. Здесь у меня стоит скорость на марше. Так. Здесь ничего, здесь ничего, здесь ничего. Вот здесь... Так, скорость на марше этого 1,5. Здесь окей. Ну да, лучше пусть останется вот эта штука. Дальше идет вот здесь. Нет. О, вот, да. Живучий. Ну да, лучше вот это взять. Ну и все, в принципе, у нас только лишь один, значит, в бешенстве. Но давайте попробуем что-нибудь поменять. Здесь ничего менять не будем, здесь тоже. Ну вот здесь, да, вот, ну, давайте вот здесь поменяем. Трансформировать, это сохраняем. Да. Нет. Блин, ну ладно. Ну, ладненько. Тогда это мы все дело вот так вот. Оставляем, как оно есть. И что у нас получилось? Атака пехоты 4,3, защита 4,5, здоровье 5,1, скорость на марше 2,9 и все остальное уже шлак. Это все дело надо менять. Но, в принципе, здесь менять особо ничего не нужно. Здесь тоже. Вот именно здесь нужно поменять. Желательно. Но это как бы дело ладно. И в принципе все. Снаряжение ковать я сейчас не буду, потому что хочу сковать снаряжение сначала своему второму отряду, это рукавицу и ботинки, и потом уже посмотрим, останется или же нет, скую снаряжение для бойцы. Ну и остается лишь прокачать. Но это дело, как я уже сказал, будет зависеть от отчетов, которые я смогу делать своими основными отрядами.
А на этом данный видеоролик подходит к своему логическому концу. Всем спасибо за просмотр, пишите комментарии, ставьте лайки и не забывайте подписаться на канал, чтобы не пропустить ничего интересного из жизни фри-то-плей игрока. Кстати, кто заметил, вот я перекинул ресурсы со своих ферм. И вот что у меня вышло. 1 миллиард 600 миллионов кукурузы, 509 точнее, миллионов дерева, лярд 800 камня и 1 лярд 300 миллионов золота. Я думаю, в принципе, этого должно хватить как минимум хотя бы до 7 проходов, и дальше уже к королевской земле посмотрим, что будет. Если что, я тогда буду уже юзать сумку, ну или же буду юзать сумку своих ферм, там тоже как бы достаточно много ресурсов, ну а так, в принципе, ресурсов я накопал действительно очень и очень много, но скажу по правде, что для того, чтобы получилось именно такое количество ресурсов, мне пришлось все-таки, скажем так, обнулить свои фермы и вытащить оттуда не только в открытом доступе, которые были ресурсы, но и те, которые у меня были в сумках, поэтому... Но, как я уже сказал, я прям, то, что я говорю в последнем видео, я прям готовлюсь к этому КВК очень основательно, очень сильно, поэтому абсолютно все факторы играют в мою пользу, и смена цивилизации, и создание третьего марша, и ресурсы, поэтому я прям готов на все 100%. Ну, в общем-то, все, на этом видео заканчивается. Всем спасибо за просмотр, увидимся в следующем видео.